Техасская тюрьма стояла среди сухих ветров и выжженной солнцем земли. Вечерами здесь царила тишина, нарушаемая лишь звоном металлических дверей и шагами охраны. Женщина-полицейский по имени Мэдисон служила здесь уже много лет. Она привыкла к суровой рутине, к строгим процедурам, к лицам заключенных, в которых давно угасла надежда. Но один человек оставил в ее памяти особый след – заключенный по имени Джеймс. Джеймс провел в этой тюрьме более 10 лет. Он был спокойным, не создавал проблем, смирился с судьбой, которую сам себе навлек. В его взгляде не было ни агрессии, ни вызова, только глубоко спрятанная усталость. Когда пришло известие о том, что его приговор обратной силы не имеет и дни его сочтены, тюрьма погрузилась в странную атмосферу ожидания. Это было то молчание, в котором каждый осознавал роль закона и цену человеческой жизни. По протоколу заключенному разрешалось последнее желание. Большинство просили еду, письмо родственникам или любимую музыку. Но просьба Джеймса была неожиданной. Он написал ее аккуратным почерком и передал Мэдисон, так как именно она всегда относилась к нему без холодности, без излишней подозрительности, просто как к человеку. В записке была просьба увидеть закат. Настоящий, не через решетку, не из-за стекла, а под открытым небом. Закат техасских просторов, который он видел в молодости, когда жизнь казалась бесконечной дорогой, а свобода — естественной частью существования. Мэдисон долго стояла с этим листком в руках, понимая невозможность просьбы, выводить заключенного за пределы здания, нарушение правил. Но что-то в этой просьбе цепляло ее сильнее привычных инструкций. Она вспоминала те вечера в детстве, когда ее отец показывал ей теплое оранжевое небо над ранчо, и понимала, для Джеймса этот момент был последним напоминанием, что он тоже жил, мечтал, любил. Вечером, когда солнце начало опускаться, Мэдисон приняла решение, которое не вписывалось в строгие рамки службы. Она провела Джеймса во внутренний двор, куда обычно никого не выпускали в этот час. Это был небольшой участок земли, но из него открывалось чистое западное небо. Закат был ярким, красно-золотым, растекающимся по горизонту, словно само время замедляло шаги, чтобы дать кому-то шанс увидеть красоту напоследок. Джеймс стоял неподвижно, всматриваясь в последние лучи. Его лицо оставалось спокойным, но в этом спокойствии было нечто большее, будто он наконец почувствовал, что хоть одна часть жизни не потеряна. Мэдисон стояла рядом, наблюдая за небом вместе с ним. Она не думала о последствиях, не вспоминала инструкции. Был только человек и его последняя теплая связь с миром. Когда солнце исчезло, тень медленно легла на двор. Джеймс повернулся, и в его взгляде отразилась обычная благодарность, тихая, не требующая слов. Мэдисон понимала, иногда закон может быть неизменным, но человечность — это выбор, который каждый делает сам. На следующее утро тюрьма жила своей обычной жизнью. Но для Мэдисон тот закат стал напоминанием, что даже в самых суровых местах остается место добру, если кто-то решится дать ему проявиться хотя бы один раз.